восстанавливаем уровень сахара в крови. Ставлю это место на топ-1. Куда идем мы с пятачком? Делать прививку. Дин, будешь делать прививку? Я скажу, не особо понимаю, куда мы идем, поэтому будем. Пришло время ежегодной вакцинации, и мы идем в ветеринарку. Хорошо, что Дина ее не боится. Он эту ветеринарку не воспринимает как больницу. Помните эту котеечку косоглазенькую? Привет. Кис-кис-кис. Проверяй. На месте твои игрули все? На месте, да? Все хорошо? Ну все, Дин, дома Зай, давай поиграешь. дома. Ты иди, Джею выбрал. Молодец какой. И традиционные любимые Дины игрушки. Там Маленький. много завезли, да. Чем меньше, тем лучше, да? Да. Ну все, малыш, малыш. Зай, ну это же Джею ты выбрал. А кот сидит, смотрит. Ой, дурачье, скажи. Ой, ты жирный кот, господи. Все, с вакциной разобрались. Поэтому сейчас оставим Дина дома с Джеем, пускай отдыхают. А сами поедем в Котор. Нужно немножечко погулять, развеяться, потому что последний месяц у нас практически каждый день шли дожди. И почти месяц просидели дома. Честно говоря, немножко надоело уже это дело. Мы находимся вот здесь. Да, мы в Будве. А поедем куда? А поедем куда? Так, Тиват. Выше, выше, выше. Вот автобус там нарисован. А поедем вот сюда. Вот сюда, в Котор. И пап с мамой поедет. Я не поеду, я буду грызть свои новые игрушки. Да, хорошая Вот. идея, малыш. Зай, ты повыше, да, хочешь быть? Лестницу. Здесь лестницу снесло штормом. И Дин не может понять, как он раньше тут гулял и ходил. Незадача, да? Большому мальчику большую игрулю. А маленькому мальчику маленькую игрулю. Приехали в Котор, а тут погода что-то похуже, чем у нас в Будве. Облачно. Возможно, осадки. Мы хотели сегодня подняться вот туда, на крепость. Но, наверное, в другой раз, потому что на дрон будут некрасивые кадры без солнца получаться. Обидно. Ого, какая вода прозрачная. Дно такое чистое, что я вон вижу весь мусор, который здесь лежит на дне. А что, не почистят, да? В прошлом году мы хотели снять большой выпуск про Котор. И даже ездили, снимали какие-то вещи. Но потом корона вмешалась в наши дела. Пришлось домой возвращаться. И, наверное, сейчас в этом выпуске буду использовать какие-то старые футажи с прошлого года. Ну, если ничего кардинально не изменилось. Как непривычно, да, видеть уток не в воде. Смотрите, какое шикарное место, да? И вот мы сейчас не можем понять, вообще тут можно дышать хотя бы. Блин, как, конечно, в Которе аутентичненько. Это, конечно, совсем не такой старый город, как в Будве. Он больше, просторнее. И чувствуется в нем какая-то столичность по тем временам, наверное. Вообще, конечно, жить в таком старом городе я бы не хотел. Вот так вот сушить свои вещи, чтобы туристы ходили на них, смотрели. Ну, такое себе удовольствие, да. Это, по-моему, называют площадь котов, потому что здесь собирается самое большое скопление их. Ну, давайте посчитаем. Раз, два, 3, 4. 3, 4. Пока пятый А вон убегал. пятый еще. Ну, не густо. Вчера мы больше видели в Будве. И чего вы пришли, собачники поганые? Мац-мац их звать, Дим. Вообще, в 1979 году Котор был почти полностью уничтожен в результате землетрясения. И все, что мы видим, это все восстановлено. Притом восстанавливалось все по-настоящему, как положено, по кирпичику, с сохранением вот всего этого, каждого камушка. Нам Сокол все это рассказывал. Классно. Вот этот туристический маршрут на крепость, куда мы хотели пойти. Цена 8 евро с человека, но сегодня не пойдем. Как я сказал, потому что погода не очень хорошая и будут некрасивые с дрона снимки. А сейчас мы ищем самую узкую улицу города. Она настолько узкая, что в ней нельзя пройти вдвоем. Я думаю, с Димой мы там не сможем разминуться. А может быть, мы по одному пути пойдем? Может быть, потому что Дима-то жирный. Да. Кажется, нашли. Я в том году поставил метку. Да, вот она. Ну что, Димон, ты пройдешь? Как-то я не уже представлял. Ну вот, взял и достопримечательность обосрал. Вот она такая широкая. А теперь следственные эксперименты. Тон-ту-ду-дон.
Второй только уровень. Да, не Да, пройти. узкая. Узкая, реально узкая. А если идти не как типичный русский? Ну, спокойно пройдем. Черт. А вон, вот там надо просто. Здесь широко, вот здесь уже. Вот оно, там узкое место. Ну да. Узко. Очень узко. У этой улицы нет особого названия, ее называют «Дай мне пройти». Да, но такие улицы есть во многих старых городах. Насколько я понимаю, это не самая узкая улица в мире, есть гораздо уже. Черногория и Котор, в частности, гораздо более кошачья страна и город, чем та же Сербия. Посмотрите, какая киса. Люб, как тебе в твоих новых джоггерах? Отлично. Отлично. Ты их теперь не снимаешь? Красотенюшка. В том году Ира выучила все про Котор и ходила, рассказывала мне истории про каждое здание. Давайте спросим теперь, запомнила? Давай заново, я запись не нажал. Вот поэтому я ничего рассказывать тебе не буду, потому что ты камеру не включаешь. Расскажи историю. Это то место, где мы в прошлом году летали на дроне, на своем первом еще дроне. И тут сидел кот, ему так это понравилось, он прибежал к Илье, смотрел такой вверх-вниз, наблюдал за дроном. Пошли посмотрим, может, он здесь живет еще. Да, где-то вот здесь вот. Где-то вот здесь вот. Кот, ты где? Вот, а вот пижама тебе могла бы подойти. А хороша чертовка. Надо брать. Берем? Нет, ну конечно же мы не такие, мы так не сделаем. Мы же не маленькие воришки. Смотрите, две кисы охраняют проход в верхний мир. Слушайте, мы, наверное, в постирочный день сюда приехали, да? Вау. Что, Люк, нравится? Очень. Не, она говорит, нравится очень. Я так не умею с таким акцентом. Ну, а теперь мы вот здесь сверху смотрим. Прикольно, да. Мы до сюда в том году вообще не дошли. Источник, да, наверное? Да, там ключ похоже. Смотрите, прям видно. Пятно такое, да? Ну, а мы поедем домой, потому что солнце не выглядывает и становится уже прохладно. Приедем сюда, когда будет солнце, и пойдем прямо на гору. Это воронка. Воронка над Ирой. Ира, над тобой воронка. В этом году все, конечно же, массовые мероприятия отменены, но вообще в Которе проходит огромный фестиваль весной. Это аналог венецианских фестивалей. И мы тоже в прошлом году были на нем, но почему-то не выпустили видео. Было прикольно. Смазанная получилась экскурсия, да? Ну, хоть куда-то выехали. Ну да, это... Сколько мы Мы же не дождевали. путешествуем. Нет, мы живем здесь. До дома подбросите? Нет. Да, было бы неплохо отправиться в доковидные времена. Жалко, что у нас нет такой возможности. А может быть? А что если? У нас же есть машина времени! Где ваш карнавал? Итак, мы приехали в город Прчань, чтобы посетить местный карнавал. Местные карнавалы – это аналоги венецианских карнавалов, которые проводятся перед Великим постом. Почему-то мы решили приехать сюда, новый для нас город. Город совсем небольшой, и карнавал здесь проходит всего один день. Ну, сейчас посмотрим, там уже люди собрались, что-то вещают. Ну, раз мы на карнавале, надо Дина одеть. Дин, посмотри на меня. Вот это ты теперь карнавальный. За что?
Ты такой сегодня фестивальный. Практически все пропустили. Чуть-чуть бы еще. Чуть-чуть бы, да, буквально 5 минуточек. Мы же привыкли, что у нас, если начало в 3, значит начинается в 5. Да. Вообще мы так поняли, что традиция чем-то схожа с масленицей, с нашей сжиганием чучела масленицы. Но если у нас оно символизирует зиму, то здесь оно символизирует что-то проклятое всеми богами. Да. И мне кажется, что сегодня это был какой-то конкретный человек. Что можно коротко сказать об этом фестивале? Ничего особенного. Самое интересное здесь был у чучела. Ну и, конечно, новая шляпа Дина. Дин, как всегда, всех покорил. Он сейчас проходил через толпу черлидерш с криками. Я думаю, что в других городах будут большие. Они, во-первых, там не один день, а месяц, неделю будут идти. Да, кстати, закончилось все внезапно, примерно так же, как и началось. Поэтому мы уже уходим. Сейчас пойдем. Мы приехали на свой второй фестиваль в город Котор, но мы очень сильно опоздали. Фестиваль уже почти закончился. Все потому, что мы выпускали наше новое видео. Нет, чучело еще не сожгли, мы успеваем. Это уже больше похоже на карнавал. Znači, glavni krivac nam prolazi. Jer ova karnevalska povorka upravo pravi džir. Ovo nije kraj, znači karnevala, molim vas ostanite na svojim mjestima, sačekajte koji trenut pekara za najbolja ostvarenja na ovogodišnjem karnevalu. Karnevalsku povorku posmatruje žiri koji će donijeti kasnije svoju odluku kome će pripasti pekar. Вообще не совсем понятно, вот какое-то броуновское движение. Одни идут в одну сторону, вторые в другую сторону. То есть и куда двигаться нам решительно непонятно. Ja bada badu. Как видите, мы нашли место, где они разворачиваются. Вокруг торгового центра разворачиваются. Становятся вот там и идут на новый круг в обратном направлении. Мы же тут чуть заиками не остались, они взрывают какие-то жесткие петарды, но я снять не могу, потому что они делают это спонтанно и каждый раз из разных мест. Интересно, в туристический сезон Котор выглядит так же. Если летом здесь так же, то это однозначно не мой выбор. Ну, как вы поняли, мы немножко загулялись, засмотрелись и пропустили сжигание. Все-таки мы опоздали. Хоть и пришли вовремя. Но мы видели его в другом городе. Да-да, так что не так обидно. Наконец-то теплый солнечный день, и мы отправляемся на гору. Наверное, прошла неделя с прошлой вылазки в Котор. Конечно, в такую яркую солнечную погоду все выглядит гораздо красивее, да, Любс? Да. Даже ваши рюкзаки выглядят лучше. А мы? Люб, эта погода не может исправить. Странно, такой теплый день, а в фонтане лед не растаял. Как только потеплело, люди сразу вышли посидеть в кафешечках. Вот они любят это дело, да? Интересно просто, тут так вкусно или потому что тепло сегодня? Тепло сегодня, да? Все кофе пьют.
Кофе здесь везде одинаково невкусный. Да. Вообще, конечно, можно было поступить как Птушкин, запустить отсюда дрон и никуда не подниматься. Но смысл-то именно в челлендже, в преодолении себя. Посмотрим, кто из нас самое слабое звено. Это Assassin's Creed Голубь Edition. Давай, прыгай. Вау! Да, сегодня, конечно, совсем другой вид. Здесь есть два маршрута, один бесплатный, второй платный. Но, честно говоря, мы не разобрались, как на какой попасть. Поэтому куда попадем, там и пойдем. Если что, наличку мы сняли на всякий случай. Ready, steady, go! Полный пункт оплаты. Но... Да, сегодня, похоже, бесплатно. Ну, встретили мы все-таки чувачка. Заплатили ему по 5 евро с человека. Но такое ощущение, что он просто местный житель с лохов вроде нас собирает мзду. Сказал, что сегодня прекрасный день для панорамы. Ну, это точно. Вот в тебе у меня нет сомнений, что ты дойдешь. Знаешь почему? Потому что ты самурай. Таков путь. Да. У самурая нет цели, у него есть путь. Ауф. Так, это первая обзорная площадка. Да, какой шикарный вид на Котор. Это все старый город. И Бока-Которский залив. Я посмотрю еще. Мне кажется, что я вообще одна из вас дойду. Чего так решила? Ты знаешь, нельзя недооценивать противника. Ага. Ты понимаешь, что по законам жанра реально должна дойти только я одна? Не, ну вообще должны все, кроме меня, потому что я больше всех. Да. Я согласна на такой вариант. А панорама становится все лучше и лучше. Я бы на месте черногорцев очень сильно грустил, когда видел противников, осознавая, что мне подниматься вверх надо. Кстати, несмотря на то, что в городе Котор много кошек, его название никак с этим не связано. Это байка, придуманная русскоязычными иммигрантами. Че, устал, Дим? Хорошо врешь. Вот и Ира сняла куртку. Че, жарко? Хорошо, что сегодня пошли, а никогда плюс 15. Сегодня всего плюс 7 градусов по Цельсию. Нам вот туда. Вообще, как мы поняли, мы уже находимся на полпути. И мы преодолели его гораздо быстрее, чем за час, да, Любс? Да. И я все еще иду. Причем первая. Это не считается, я снимал на камеру. Для подъема на самый верх необходимо преодолеть более 1300 ступеней. По отзывам из интернета, этот путь занимает около 2,5 часов. По всей видимости, в эти 2 часа включены 35 минут подъема, 60 минут на фото и еще 35 минут на спуск. Также на сегодняшний день Котор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Не забывайте пользоваться увлажняющими бальзамами для губ, потому что воздух достаточно сухой и губы сохнут. И солнцезащитным кремом. И солнцезащитным кремом тоже. Да, Люб? Да, я уже намазалась. Похоже на темницу, да? Что там, падаешь это? Нет. А, это ты? Это я. Похоже на темницу. А, знаешь, на что похоже? Вход в подземелье в Диабло. Диабло, мы тебя не боимся. Ну зайди ты. Нет. Я обязательно дойду до конца. Что у вас тут фотосессия, в каком стиле? В стиле как бы не скоропостижимся. Вообще я теперь понимаю, почему сюда люди поднимаются 2 часа, потому что большую часть этого времени они фотографируются. Конечно. Мы поднимаемся 44 минуты,
А вот уже почти дошли, осталось буквально минут 5-10. Всего на этой крепости было 38 пушек, а суммарная протяженность крепостной стены 4,5 километра, толщина от 0,5 метра до 20, что делало ее в средние века практически неприступной. Что, неужели слабое звено добралось? Я первая! В смысле, потому что... Нет, мы на видео снимали, это не считается. Я первая дошла до сюда. Нет, это не считается. Ну, Люб, ты признана не слабым звеном. Нет, я первая. А, ты второй. Я второй. Ира, давай быстрее, будешь третий. Дима, помаши маме ручкой. Ты это сделал, молодец. Видишь, на самом деле мы поднимались не ради этого вида. Смотри вот сюда. Ого, Как тебе? офигеть. Вообще, да? Да. Слушайте, знаете, что мы тут увидели? Здесь есть еще одна тропа, на нее совсем другой вход, и она идет тупо в гору. Сейчас я вам покажу. Видите, вон она, видите, петляет, 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 петляет и уходит куда-то туда в гору. Вот это вот настоящий челлендж. Это не то, что вот мы сегодня прошли, такие типа крутые. Только 5 минут почувствовали себя победителями, и все. Как-то обесценили вы нашу эту прогулку. Да. Да, конечно, вид наверху шикарный. И я был неправ, с дрона он еще лучше получается. Поэтому обязательно это место к посещению. Советую ехать сюда зимой, когда не жарко. Ничего сложного особо нет. Если у вас даже такой уровень подготовки, как у меня, то не проблема подняться. Восстанавливаем уровень сахара в крови. Я думаю, спускаться будет гораздо проще, чем подниматься. Смотрите, там уже подснежники появились. Ира полезла их фотографировать. Получится? Эй, дикобраз, что ты сделал с моей женой? Растения защищаются. От таких, как ты. Да. Вот он, след пандемии. И сюда добрался. Забавно, что нет мужика, который продал нам билеты. Видимо, он взял наши 20 евро и пошел за пивом. И рабочий день на этом закончился. Я говорю, какому-то шарлатану мы заплатили.
А мы, вообще-то, забыли взять термос, который есть у нас, и налить в него кофе, и попить кофе с прекрасным видом на Которский залив. Да, это было бы хорошо. А пришлось пить колу. Ужас. Сухомятку ела. Аж зеро было, могла выпить. Ну и в глобальной программе по Котору у нас остался Которский серпантин. Но сегодня туда уже ехать бессмысленно, потому что солнце зашло за гору. Так что ждем следующего теплого солнечного дня. Тебе говорили, что ты не в себе? Да. Третий выезд в Котор. Одеваемся потеплее, потому что сегодня едем вверх. Так, прокладываем маршрут, потому что мы там не были ни разу. Как туда попасть, не знаем. Через этот вонючий Google навигатор, конечно же. Ненавижу его всем сердцем. Все, мы начинаем наш путь по Которскому серпантину. Весь путь мы проделаем на машине, остановимся в самом верху. И там полетаем с дрона и полюбуемся красотами. Но уже отсюда посмотрите, как классно все выглядит. А сейчас мы подъезжаем к легендарной букве М на этом серпантине. Когда дорогу строили, инженер, проектировщик влюбился в первую леди того времени. Ее звали Милена, и ей посвятил он букву М на этом серпантине. Черногорцы до сих пор шутят, что очень хорошо, что ее тогда звали не Ольга, а всего лишь Милена. Многие проезжают эту дорогу только в одном направлении, сверху вниз. Для этого нужно выехать из Цетини и сюда спуститься. Но мы проедем ее и вверх, и вниз. Потому что я думаю, что это немного разные ощущения. А вы не ездили в прошлый раз? Не, первый раз мы здесь. В очередной раз я убеждаюсь, что в Черногории лучше находиться зимой, в нетуристический сезон. Сейчас представляете, какие бы пробки здесь были из-за автобусов с туристами? Как в каком-то тайном лесу. Да. Древнем. Реально древним. Если бы еще не асфальт, а мы были на гужевой повозке. Надо было так запрягать и ехать. Ну да. Это только 10-й, смотри, 10-й поворот. Это 10-й поворот, а их здесь 26. Это поворот. Да. Мы проехали 13-й. Мы сказали, что не будем останавливаться до самого верха, но не смогли сдержать свое обещание, остановились на 15-м повороте. Наша машинка должна простить нас за все, что мы ей причинили после такой поездки, да, машинка? Влог они снимают. Контентик себе для инстаграмчика. Угу. Кстати, у Димы очень интересный инстаграм, подписывайтесь на него. Так, смотрите, чтобы сориентироваться. Вот это взлетная полоса аэропорта Тиват. Вот это сам Тиват. А это уже Бока-Которский залив. То есть сам Котор сейчас находится там, его нам не видно. А куда он вообще едет, серпантин? Он идет из Котора в город Негуши и далее в Цетини. Цетини — это древняя столица Черногории была. То есть эта дорога соединяла побережье со столицей. То есть очень важная дорога по тем временам. Мощно. Поехали дальше, а тут можно простоять целый час. А вверху-то, наверное, еще красивее. И смотрите, вот самая жара начинается как раз с 13 по 26 повороты. Просто... Вообще кайфучка. А сейчас мы вам расскажем, как снимаются вот такие красивые планы, когда типа машинка проезжает. Вон Димон побежал занимать свое место. Локацию выискивать. Беги, Форест, беги! Слушайте, какой парень? Я думал, что все, он Да еще... он кольца закрывает. А, понятно. Че, Люб, красотенюшка? Вообще. Вот это, конечно, бич всех туристических мест. Мусор. Свиноты вы, свиноты. А вот с этого поворота уже хорошо виден Котор. Это город Котор. Че, Люба, теперь скорее выкладывать. Конечно. Пока мы первые не выложим.
Да у нас разные целевые аудитории. Разъехались. Узенько, конечно. Оно, в принципе, нормально здесь для двух машин, но страшно. Поэтому тормозить приходится. На 21-м повороте на стене написано Ростов. Ну позор, ребята, позор. Пещерные люди просто. Я надеюсь, что это Ростов Великий, а не на Дону, Я который... думаю, что по вероятности это Ростов-на-Дону как раз. Кто еще не в курсе, Ростов наш город, из которого мы. Так, 25-й поворот, это предпоследний. И нам остался последний рывок, и мы будем на обзорной площадке. На самом-самом верху. Мне правильно... Офигеть. Слушайте, мне кажется, что мы сейчас к небу ближе, чем к земле. Офигеть. Здесь очень холодно. Что-то порядка 1 градуса или 0. То есть внизу плюс 10, а здесь 0. Офигеть. Смотрите, отсюда видно почти все города побережья. Котор, Тиват. А вот там вдалеке, вот там Герцег-Нове. Офигеть. А вот смотрите, вот здесь хорошо видно эту букву М, о которой я говорил раньше. Дима отправился на поиски приключений, как всегда. Наверное, хочет вот сюда залезть. Взлетай. Что, ты сняла уже и замерз? Мы с тобой крепкие. Ну, вообще я тоже подмерзла. И опять мы не взяли кофе. Ставлю это место на топ-1 самых красивых обзорных площадок, где я был. Мы, как всегда, конечно, пошли против системы и поехали снизу вверх, а теперь спускаемся сверху вниз. Но, наверное, все-таки правильно спускаться с него первый раз, чтобы первый раз вы ехали по этому серпантину сверху вниз, от Негуши до Котора. И последний на сегодня факт о Черногории. Нам кажется, что Букакаторскую бухту придумал Хаяо Миядзаки. Иначе как можно объяснить ее совершенство? Даже не верится, что всего 20 минут назад мы были вот там, на самом красивом месте, которое я видел в жизни. Обязательно посетите, обязательно побывайте на 26-м повороте Которского серпантина. Ну а пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите другие видео. До встречи в следующем эпизоде. Ради этого стоит жить.